Мы подготовили бисквит. Кстати, вы знали, что картошка самая вкусная именно из шоколадного бисквита? А рецепт именно этого бисквита очень влажный, сочный и нежный. Картошку можно сделать из обрезков и остатков данного бисквита, когда вы печете бисквит для торта, обрезаете макушку и оставляете ее для кипопса. Этот бисквит прекрасно переносит заморозку, его можно упаковать в пакетик и положить в морозильную камеру. Достаем, размораживаем тоже через холодильник. Делается она очень легко и просто. Данный бисквит будет очень вкусный в сочетании просто с кремом, или просто со сгущенкой, или с вареным сгущенным молоком. Я очень люблю делать его в сочетании с кремом. Выдавливаю весь крем. И я очень люблю добавлять орешки и различные сухофрукты. У меня вяленая клюква. Можно это и не добавлять. Теперь нам необходимо все это перемешать. Можно руками, можно с помощью миксера. Насадкой весло. Тесто на кипопсы готово. Теперь наша с вами задача слепить картошку такую, чтобы она была похожа на натуральную картошку. Берем небольшое количество. Сначала я катаю кружочек, шарик. Ну а потом шарик перекатываю в овал. Если вы делаете картошку на продажу, то обязательно каждую картошку кладите на весы, прежде чем катать. Потому что картошка должна быть одинакового размера. Если вы делаете для своих родных и близких, то это делать не обязательно. И выкладываем картошку на пергамент на любую ровную поверхность. Я обычно использую либо стекло с морозильной камеры, либо досточку деревянную. Продолжаем катать картошку. Я делаю ее разной, потому что я делаю для своих родных. И так она будет, конечно, больше похожа на натуральную картошку. Картошка готова. Ее необходимо отправить в морозильную камеру часа на 2-3. А теперь приготовим с вами глазурь. Нам понадобится для этого белый шоколад и какао-масло. Для начала я растоплю в микроволновой печи какао-масло. Топим его до полного растворения. И теперь растопим шоколад. Будьте осторожны, шоколад нужно топить очень аккуратно, его нужно периодически помешивать. Поставили буквально на 10-20 секунд, достали, хорошо перемешали. И так далее до полного растворения. Рабочая температура глазури примерно 30 градусов. Проверяйте кондитерским пирометром. Ну а теперь покрываем глазурью пирожное. Протыкаем зубочисткой, либо шпажкой, на что вам удобно. Я перелила глазурь в удобную емкость. Окунаем картошку. Немного подержали. Далее убрали лишний шоколад о край кружки и положили застывать. И так делаем со всей картошкой. Глазурь застывает достаточно быстро, потому что картошка охлажденная. Теперь наша задача аккуратно извлечь зубочистки. Придерживаем картошку и потихонечку прокручиваем зубочистку, чтобы не треснула глазурь. Не давим, а аккуратно прокручиваем и извлекаем. Если на картошке выступил конденсат, здесь ничего страшного нет, она у нас была с морозильной камеры, это нормально. Но прежде чем ее покрывать какао, нужно избавиться от конденсата. Для этого ее необходимо убрать в холодильник буквально на часик, для того, чтобы она там спокойно разморозилась и приняла нужную нам температуру. И конденсат уйдет сам по себе. Ну а теперь берем каждую картошку в руку и щедро обрабатываем какао. Вот такими вот движениями. И вот такая вот у нас натуральная картошка получается. Делаю так со всеми. И вот такой вот невероятно весенний, прикольный, очень вкусный и, что самое главное, недорогой десерт вы получаете к своему осеннему чаепитию.
Чем прекрасен этот десерт? Его можно сделать абсолютно в любой форме. Вы можете использовать силиконовые молды, полусферы, в виде пончика, в виде мороженого. Заполняете тестом для кей-попсов, замораживаете в морозильной камере, покрываете глазурью, и у вас невероятно вкусные эскимо.